Всем привет! Вы на моем канале Сметанка вяжет спицами. Меня зовут Настя. И в этом видео я буду вязать вот такую шапку крупной вязки резинкой 2 на 2. Как она сидит на мне, я вставила фото в начале видео. У нее идет удлиненная макушка. Закрывала я ее вот таким интересным способом. Получилось очень красиво, аккуратно и очень классно сидит на голове. Отворот можно регулировать, тем самым мы можем сделать шапку либо четко по голове, либо ее сделать с удлиненной макушкой. Все регулируется просто обычным отворотом. С изнаночной вот такая у нее макушка. Так вот макушка выглядит. И вот так она выглядит с изнаночной стороны. Так, хвостик я еще не обрезала. Вот так она смотрится с изнаночной стороны. К шапке я связала вот такой шарф. Обычные платочные вязки. Шарф у меня получился. Ширина шарфа 16,5 сантиметров. И в длину я не измеряла, конечно. Сейчас скажу, какая у него длина. Пополам сложила. В общем, половина шарфа 68, где-то 69 сантиметров. Получается, в длину где-то больше 120 сантиметров шарф получился. Но шарф вяжется очень просто. Здесь я использовала спицы 10 миллиметров и набрала просто 20 петель. И провязала, пока у меня не закончится пряжа. На шапку у меня ушло 150 грамм, на шарф 250 грамм. То есть комплект получился ровно 400 грамм пряжи. Так, и размеры шапки после стирки. Шапка у меня на окружность головы. Получилась шапка у меня на окружность головы 52-54 сантиметра. На мне сидит просто идеально. У меня окружность 53. В общем, в размер я попала прям 100%. Значит, высота шапки от макушки до низа 33,5 сантиметра где-то примерно. И ширина, но ширину я смысла не вижу измерять, конечно, но многие спрашивают, измерю. Ширина у меня 18 сантиметров, но мы видим, что да, что у меня резинка не плотная, не стянутая, а растянутая резинка получается. Так, вот в принципе и все. Все такие нюансы я вам рассказала. Далее будет подробно про расчеты, как высчитала, из какой пряжи вязала, какой заменить можно будет. И начнем вязать. Вяжется очень быстро, просто ее можно связать буквально за один вечер. С инструментом тут все просто. Спицы 8 миллиметров у меня укороченные. На съемной леске. Леска у меня 50 сантиметров. Это чтобы вязать по кругу, не вытаскивая лишнюю леску. То есть мы вяжем по кругу, ничего нигде не вытаскиваем. Очень удобно вязать на коротких спицах. Дальше. Для закрытия макушки я перейду на леску уже длинную. У меня 80 сантиметров. Дальше потребуется также сантиметр, маркер, конец начала ряда, ножницы и игла с большим ушком. Вот и все. Пряжа. Я буду вязать вот из такой пряжи. Очень крутая, классная пряжа. Мне она очень понравилась. Я прям вот теперь не знаю, где ее брать в России. Эта пряжа не из России. Мне ее прислали в подарок из Швейцарии. Ссылку я на магазин, конечно, оставлю. Из Европы меня тоже много кто смотрит. Оставлю ссылку на магазин. Очень рекомендую. Вообще классная, очень приятная в работе пряжа. Пряжа от фирмы Real Fillet. В России, к сожалению, Real Fillet вообще пропала. Не знаю почему, но пряжа просто очень классная. Значит, Big Wool, 100% мериносовая шерсть. Моток идет 100-граммовый. А в 100 граммах 80 метров. Я буду вязать в одну ниточку на спицах 8 миллиметров. Тут рекомендуют 10 миллиметров. Но меринос я всегда беру меньшего размера спицы. Чем можно заменить? Вы можете заменить абсолютно на любую пряжу с схожим метражом. Ищите где-то в 100 граммах, чтобы было у вас 80 либо 90 метров. Для шапки мне потребуется 2 таких мотка. Как альтернативу могу предложить взять
пряжу, например, Lanagata Maxi Soft, у нас метраж идет на 50 грамм, 90 метров. Если мы складываем эти мотки, если мы складываем ее в 2 нити, да, берем 2 мотка и вяжем в 2 нити, то мы получаем метраж на 100 грамм, 90 метров. Но на Lanagata Maxi Soft я бы взяла спицы максимум 7 миллиметров. Но как высчитать плотность, я вам дальше покажу, как я связала образец, как высчитала. Все очень элементарно и просто. В общем, берете любые другие пряжи, мешаете, подбираете крупный размер спиц и также вяжете образец. Все очень просто. Можно заменить перуанской шерстью, либо обычной овечьей шерстью, тоже с похожим метражом. Подбираете пряжу, берете крупные спицы, вяжете образец и высчитываете плотность. Так, расчеты. Связала образец теми спицами, которыми я планирую вязать шапку, постирала, высушила и приступаю к расчетам. Также для наглядности я связала образец сразу же лицевой гладью и резинкой, чтобы посмотреть, отличается ли у меня плотность. Как видите, плотность у меня совсем не отличается. У меня что лицевая гладь, что резинка 2 на 2. Количество петель будет одинаковое. Поэтому я уже давно не заморачиваюсь. Я все свои резинки 1 на 1 и 2 на 2 измеряю по лицевой глади. Значит, прикладываю сантиметровую ленту к своему образцу и смотрю, сколько петель у меня в 10 сантиметрах. И такой момент. Так как у нас крупная вязка, и мои 10 сантиметров заканчиваются где-то вот почти на середине петли, да. Ну, вот, видите, она получается не на целую петлю залезает. Что мне нужно понять, сколько здесь все-таки петель. Не половина и не целая петля. Поэтому я беру следующим образом. Я вот здесь смотрю, где у меня заканчивается вот эта целая петля. То есть вот от начала и до, где 10 сантиметров целая петля. Вот целая петля у меня получается, что у меня здесь ровно 13 петель, у меня заканчиваются на 10,5 сантиметров. То есть моя плотность на 10,5 сантиметров 13 петель. Записываем. 10,5 сантиметров у меня это 13 петель. Дальше высчитываем, сколько петель у нас в 1 сантиметре. 13 делим на 10,5 и получаем свою плотность. Теперь от этой цифры нужно отнять процент на растяжение. Так как это меринос очень хорошо тянется, я отнимаю всегда 20% на растяжение для шапок и получаю свою плотность 0,99 тысячных, округляю, грубо говоря, 1. Одна петля у меня в 1 сантиметре. Так, высчитали мы плотность. Теперь нужная окружность головы мы умножаем на нашу плотность. Я буду вязать шапку на окружность головы 54 сантиметра. Значит, 54 умножаю на 1 и получаю свое количество петель. У меня получилось 54. Дальше, так как мы будем вязать резинкой 2 на 2, наше количество петель должно делиться на 4 без остатка, так как раппорт узора у нас составляет 4 петли. 54 на 4 без остатка не делится. Нам нужно округлить либо в большую сторону, либо в меньшую. Если бы я вязала из пуха норки, да, либо какой-нибудь не такой эластичной пряжи, я бы округляла в большую сторону однозначно. Но меринос я всегда округляю в меньшую сторону, потому что он очень хорошо тянется. Значит, округляю в меньшую сторону, у меня получается, что 52 петли мне нужно набрать на шапку и плюс 1 петля для замыкания в круг. То есть на спице 8 миллиметров я сейчас наберу 52 петли плюс 1 для замыкания в круг. Так, набираем на спицы и начинаем вязать. Итак, на спице толщиной 8 миллиметров я буду набирать сейчас самым обычным способом нужное мне количество петель. Но так как я после набора петель буду свое вязание разворачивать, чтобы у меня на лицевой стороне была вот эта вот косичка, а не вот эта изнаночная дорожка, поэтому я буду набирать самым обычным способом, но располагать нить я буду немножко по-другому. Смотрите, обычно мы набираем, и вот этот хвостик мы располагаем всегда перед собой. И с этой стороны за нашей рукой располагается клубок. Мы вот так вот берем нить и набираем нужное нам количество петель. Здесь я сделаю следующим образом. Я вот эту нить наоборот располагаю
за своей рукой, отмеряю нужное мне количество, хвостик, количество сантиметров, и перед собой у меня нить от клубка. И набираем самым обычным способом нужное нам количество петель плюс 1 петля для замыкания в круг. Напоминаю, что количество петель должно быть кратно 4, так как мы вяжем резинку 2 на 2, раппорт узора 4 петли. Значит, общее количество петель у нас должно делиться ровно на 4, без остатка. И плюс 1 петля для замыкания в круг. То есть я сейчас наберу 53 петли. Набираю 53 петли. Так, набрала я нужное мне количество петель. Замыкаем вязание в круг. Наши 2 спицы. Теперь вот эту нить, которая у нас от клубка, она должна у нас быть вот здесь вот, спереди, перед нами, а хвостик за работой. Замыкаем вязание в круг и разворачиваемся. Для этого я снимаю первую набранную петлю и через нее перебрасываю и спускаю последнюю набранную петлю. Спустила, возвращаю петельку на левую спицу, затягиваю наши ниточки, и теперь вязание я разворачиваю. Смотрите, и моя рабочая нить оказалась за работой, так как нам и нужно. В это место я вешаю маркер конец и начало ряда и начинаю вязать резинку 2 на 2. Первые 2 петли у меня лицевые, 2 лицевые, 2 изнаночные. Повторяю. 2 лицевые, 2 изнаночные. Так вяжу до конца ряда. Так, провязала я первый ряд резинки 2 на 2. Вяжем второй ряд. И хочу в этом ряду обратить внимание на то, как мы провязываем наши петли. Лицевые мы вяжем точно так же, как в первом ряду. За переднюю стенку подхватываю, провязываю лицевую петлю. Все как в первом ряду. А изнаночные я вяжу за заднюю стенку. Вот так. Подхватываю петлю сзади и провязываю изнаночную петлю. Повторяю. 1 изнаночная, 2 изнаночная. Лицевые за передние стенки. Тот, кто вяжет изнаночные петли классикой, тот, кто вяжет вот так, продолжайте вязать так. Тоже все отлично. Но ни в коем случае не нужно изнаночную петлю вязать вот таким вот образом, как при поворотном вязании бабушкина петля. Если мы будем провязывать изнаночную петлю таким образом, то на той стороне у нас получится скрещенная лицевая петля. От этого у нас будет косить полотно, и узор будет уже не тот, который нам нужен на изнаночной стороне. Поэтому изнаночную петлю мы вяжем либо вот так за заднюю стенку, либо мы вяжем ее классикой, когда провязывают вот таким образом. Все, продолжаем мы дальше вязать резинку 2 на 2, 2 лицевые, 2 изнаночные до нужной высоты шапки. Я буду вязать приблизительно где-то сантиметров 29-30. Когда я довяжу до убавлений, я обязательно сделаю замер, сколько сантиметров я провязала, и приступим к убавлению. Дальше вяжем самостоятельно. Так, я провязала до убавлений ровно 30 сантиметров. Все, делаем убавки. Выполняются они очень просто. Вяжем первый ряд. Все лицевые вяжем, а изнаночные сокращаем. Первые 2 лицевые вяжу просто лицевыми. Следующие 2 изнаночные нам нужно провязать 2 петли вместе одной изнаночной. Если вы вяжете изнаночной классикой, то они у вас уже лежат правильной стенкой. Просто провязывайте 2 изнаночные вместе. Я же их разворачиваю, возвращаю на левую спицу правильной стенкой и вяжу одной изнаночной петлей. Вот так.
провязала. Дальше снова 2 лицевые. И повторяем. 2 изнаночные я разворачиваю и вяжу 2 петли вместе одной изнаночной петлей. Все, так вяжем до конца ряда. Это первый ряд убавлений. Так, провязала первый ряд убавлений, а второй ряд вяжу просто по узору. У меня получается 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная. Второй ряд у нас идет без убавлений. Так вяжем до конца ряда. Так, провязала я 2 ряда. Следующий ряд идет снова с сокращениями. Здесь я перейду уже на спицы с длинной леской. У меня леска 80 сантиметров. И вяжем следующий ряд с сокращениями снова. В этом ряду мы сокращаем все лицевые петли, а изнаночные вяжем, не убавляем. У меня идет здесь первые 2 петли лицевые. Вяжу их просто 2 петли вместе одной лицевой. Провязала. Дальше у нас идет изнаночная. Вяжу изнаночный и снова 2 петли вместе лицевой. Можно провязать их вот так, а можно провязать с наклоном влево. Если вы вяжете, уже начали убавлять с наклоном вправо, то продолжайте так до конца ряда. Изнаночная, 2 петли вместе лицевой. А также можно лицевые сократить следующим образом. Снимаем первую петлю, вторую вяжем лицевой и на нее набрасываем снятую петлю. У нас получится 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. И так можно убавлять тоже до конца ряда. Но так как я начала убавлять с наклоном вправо, значит я и буду убавлять с наклоном вправо. Продолжать. Так вяжем до конца ряда. Так, провязала 3 ряда с убавлениями. Так, следующий ряд у нас четный. Мы снова вяжем просто по узору. Какие петли видим, такими и вяжем. У меня идет лицевая. Дальше идет изнаночная. Лицевая. Изнаночная. Так вяжем до конца ряда. Так, и вяжем последний 5-й ряд убавлений и закрываем нашу макушку. У меня идет, значит, сначала лицевая, потом изнаночная. Лицевую петлю снимаю, вяжу изнаночную петлю лицевой и на нее набрасываю снятую петлю. Вот так. Повторяем. Лицевую петлю снимаю, вяжу изнаночную петлю лицевой и на нее набрасываю снятую петлю. Так вяжу до конца этого ряда. Продолжаем. Так, все, у меня на спицах осталось 13 петель. Закрываем нашу шапку. Обрезаем нить где-то сантиметров 15. Дальше берем иглу с большим ушком. Вот такая интересная игла есть. Ушко у нее очень мягкое. Можно, смотрите, ее вот так вот расширить до нужных размеров. И у нас здесь полезет любая ниточка, любой толщины. Вдеваем сюда нить. И ушко снова вот так вот сплюскиваем. Все. Дальше продеваю я нить через все оставшиеся петли. Продеваем. Все, продели нить. Дальше стягиваем макушку. И продеваю я здесь еще раз, чтобы у меня вот здесь вот не разъезжалась
не образовывалась дырочка. Когда еще раз протягиваешь, она хорошо стягивается. Так, все протянула. Дальше продеваю вовнутрь шапки и там эту нить прячем. Так, вот и все. Шапочка моя готова. Такая вот у меня получилась аккуратная, красивая макушка. Очень все классно. Такая вот у меня шапка с отворотом получилась. Так, и по расходу. Так, и вес моей шапки получился 143 грамма. То есть, если покупать 50-граммовые мотки, то хватит 3 мотка. Должно хватить на такую шапку. Если вязать, например, Maxi Soft в 2 нити. Все, дальше мы отправляем шапочку в стирку. Я стираю меринос всегда руками в прохладной воде и сушу на горизонтальной поверхности. На этом мастер-класс по вязанию шапочки закончен. Надеюсь, мое видео вам было полезным. Ставьте класс, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.